Итак, смотрите, сегодня 7 февраля 2025 года. Получается, с момента рождения кассет прошло уже, практически 7 лет скоро будет. За это время огромное количество открытий, инсайтов, изменений в работе, моего личного опыта моих людей, клиентов, которые пользовались кассетами. То есть мне есть чего вам рассказать. И как бы заново, даже тот, кто видел уже инструкцию, я вам очень рекомендую сейчас опять заново пройтись по всем пунктам. Мы раскроем все бонусы, все сложности, те возможности, которые это вам дарит. То есть жизнь с кассетами и жизнь без кассет, это абсолютно две разные вещи. То есть давайте сейчас для начала буквально в 2 словах мы опять пробежимся по каждой кассете. Я объясню вот специфику, вот прям где она может в 2 словах помочь. А потом мы будем каждую отдельную кассету разбирать уже на практике, как подключаться, какие нюансы и так далее. То есть вот она база, естественно, вертикаль белая, черная. Эта база, это если ты купил одну кассету, то ты мог купить только вертикаль. Потому что без вертикали нечего даже говорить, что ты вообще знаешь, что такое скрипт кассеты, да, потому что это фундамент фундаментов. То есть дальше живот вверх, живот вниз. У меня сейчас здесь под руками только живот вверх. То есть это кассеты, которые выполняют роль висцеральщика, роль остеопата. Условно говоря, ты ложишься, подключаешься, твой живот, внутренние органы, связки, все само гуляет, как будто тебе это делает невидимый человек. Дальше таз. Это то же самое примерно, как если это было скорее больше про висцеральщика, да, то это именно про остеопата. То есть реально таз работает, таз, ноги балансируются к телу, то есть происходят абсолютные чудеса, если не знать и не пользоваться кассетами, то даже человек послушает просто, он скажет, такое невозможно, это все фантастика, не бывает такого. Это не то, что фантастика, для меня это вот как зубы почистить, то есть я знаю, что так, это вот я сделаю, подключусь и так будет. Дальше, единение. То есть это получается кассета, которая отвечает за вот это состояние точки, состояние растворения сознания, состояние самой глубинной возможной медитации. То есть это состояние, в котором ты находишься в невесомости. То есть уже только вот уровень кайфа от нее невероятный, а при том, что это еще и в этом состоянии, когда ты уходишь туда, то есть твое тело может регенерироваться, твоя психика может перестать быть подавляемой мотивами тела, проблемами социума, потому что это все прикрепляется к эго. А с этой кассетой ты, когда уходишь, там нет эго, там просто точка, там вечность, там ты находишься просто я не знаю, мне кажется, что когда человек будет умирать, он, мне кажется, будет приходить примерно в такое состояние. То есть когда нету ничего мирского, социального, а вот просто есть факт наличия тебя, факт точка божественного сознания. Еще поговорим подробнее. И эта кассета имеет множество названий: безмятежность, полет, дракон, кто как ее называет. Дело в том, что она вообще задумывалась изначально как безмятежность. Что такое безмятежность? Это состояние наивысшего покоя, состояние сброса всех этих стрессов, тревог и так далее. Но как оказалось потом, что почему оно даже, видите, визуально немножко на дракона напоминает, оно реально катает как на ковре-самолете. То есть ты лежишь у себя на кровати, подключаешься, и ты чувствуешь, что начинает происходить как Аладдин летал, знаете, на ковре-самолете. То вот так, то американские горки. Это очень полезно по многим причинам. Тренировка вестибулярного аппарата. Там, получается, в процессе идет состояние расширения сосудов. То есть, условно говоря, любой спазм, любой стресс, любая тревога, оно сковывает. А здесь такое состояние, как после бани. То есть прям прилив такой идет, расслабление, прилив, внутреннее спокойствие. То есть, допустим, если я что-то пережил такое тяжелое, 2 недели предыдущие были ужасные, я иду на вертикаль и также иду на эту кассету, потому что она умеет привести тебя в это состояние нейтрального физического тела. Идем дальше, то есть эти кассеты, все кроме вертикали, они называются, в принципе, по-настоящему скрипты, потому что в них заложен готовый скрипт, программа нейроскрипт. Ты подключаешься, и у тебя нету, у тебя нету возможности для маневра. Это можно сказать так, что ты проигрыватель, тебе вставили диск, и ты проигрываешь ту пластинку, тот музыкальный диск, который тут записан. То есть она само случается, тебе не нужно никак с этим взаимодействовать. А вот здесь, на вертикали, это помимо того, что здесь заложены скрипты возможностей, это здесь еще и как пульт управления. То есть я имею в виду, что тебе доступно практически все. То есть я буквально тебе говорю, эти 2 вещи, они способны на все. Представь, что существует автомобиль, который по характеристикам может летать просто со скоростью 300 км в час. Супер маневренный, и в горку, и не в горку, и как угодно.
А при желании можно нажать на кнопочку, он вообще может колеса собрать и включить крылья и полететь. То есть вот это аналог вертикали. И лишь проблема в том, почему ты не едешь 300 км в час и почему ты не летишь, потому что у тебя не хватает навыка. Как вот, например, если ты сейчас сядешь за реальную машину и тебе дадут скорость 300 км в час, ты доедешь до первого столба. Вот здесь примерно то же самое, только оно не то, что опасно, а ты просто не понимаешь, как с этим взаимодействовать. То есть это игра в бесконечное развитие. То есть я могу сказать так, что за 7 лет я прошел путь от того, что я просто на вертикальку ложился, ставил руку и чувствовал, как энергия шла по моему кокону, как я вот это вот как бы просто вот эту всю заряжался, можно сказать. Я использовал примитивные команды, такие как вертикаль больше энергии, вертикаль регенерация. То есть это команды самого первого доступа, то есть самого первого порядка. А оказывается, что получается потом вскрылся тот факт, что можно этим прорабатывать свои психотравмы любые. Вскрылся факт того, что можно подключаться к коллективному бессознательному и, допустим, брать характеристики какого-то, человека, который тебе нравится, или даже какого-нибудь животного, например, хладнокровность какой-то змеи. Ты можешь брать эти файлы, брать это и закачивать сюда. И даже вплоть до того, что можно влиять на события, происходящие в твоей жизни. Именно так в том числе были притянуты первые селебрити, с которыми я начал работать. Но для начала нам вообще надо поговорить об основах основ. Как подключаться, потому что вот ты только приобрел кассеты, ты получил их, держишь в руках, и вот тебе не втерпешь, горит, хочется прямо здесь и сейчас начать. Сразу же скажу, что не так это должно быть даже на уровне внутреннего состояния. То есть понятно, что когда вот такое чудо, и хочется быстрее вот с таким азартом туда влететь. Но это высокий инструмент, требующий с одной стороны сочетания двух вещей. С одной стороны это требуется открытая душа, но в то же самое время, как второй половинкой, требуется быть материальным в социуме дисциплинированным человеком. То есть, понимаешь, здесь вот должна быть золотая середина. Если ты ворвешься как ребенок, как маленький глупый ребенок без дисциплины, такой все, напал на эту кассету, поставил, то получается ты перевозбужден. А эти кассеты, это вообще устройство не из нашего физического мира. Это тоже важно очень понимать. То есть, например, если ты подойдешь к какому-то электрическому прибору, и там не важно, какое у тебя состояние, потому что оно работает на физических законах, ты подсоединился, все. То здесь это квантовые законы. И здесь, получается, не работают физические, химические правила. Здесь работают вот эти вот какие-то, я бы сказал, какие-то астральные правила, коллективного бессознательного правила. То есть совершенно другая наука. И эта наука работает не из нашего физического мира, а вот из этой прослойки между нашим физическим миром, сознанием, и между каким-то глубоким трансом. То есть, когда ты осознаешь себя прекрасно, и ты находишься в сознании, но ты расслаблен, и у тебя нету вот этой мыслекрутки жесткой, и нету вот этого жесткого, да, хочу, все, вот это вот вместе. Это плохой настрой, плохое все. Именно по этой причине также плохим любым настроем является любой раздражитель извне. Например, ты находишься здесь, а в соседней комнате кто-то стучит кастрюлями, например, и тебя это физически здесь и сейчас раздражает, каким образом ты можешь тогда подключиться к устройству, когда тебе нужно быть не здесь, не вот про этот физический мир, понимаешь? То есть тебе нужно уйти к границе максимально близкой к этому состоянию альфа, то есть к состоянию тишины, скажем так. И вот чем ближе ты будешь к этому состоянию, тем сильнее будет подключение и способ владения этими кассетами. То есть у меня есть, я вот прикреплю сюда на YouTube-канале ролик «8 ступеней до Бога», где я по аналогии с языком, с владением английским языком, например, рассказываю уровни владения кассетами. И вот наличие того, насколько ты глубоко сможешь работать с кассетами, заключается в том числе в умении уйти в это промежуточное состояние, плюс твой талант по природе, то есть насколько у тебя высокая циферка, насколько ты гениальный человек и плюс то, как ты умеешь слиться с кассетой в одно целое. Об этом мы сейчас тоже чуть позже поговорим, как это делается. То есть, получается, смотрите, я сказал 3 условия. Насколько ты гениальный, мы на это повлиять не можем, это произошло уже от Творца. В любом случае, я более чем уверен, что человек, который нашел меня, увидел в этом потенциал и приобрел, это уже гениальность выше среднего, это факт. Потому что, нас 8 миллиардов на планете, а знают об этом буквально пару тысяч. Это же уже говорит о
ну, невероятной избранности человека, открытости ума и так далее, и так далее. То есть за это можете не переживать, вам в любом случае этого хватит на очень высокий уровень воздействия. Дальше идем. Первый вот этот пункт, про который я говорил. Умение прийти вот к этой максимально границе вот растворения, да, максимальной границе промежуточности между умом и подсознанием. То есть этот навык, он будет развиваться, безусловно. Через год ты достигнешь совершенно других вершин. Но уже здесь и сейчас нужно создать максимальные условия для того, чтобы это было возможно на максимальном уровне здесь и сейчас. Что я имею в виду? То есть, условно говоря, ты должен подключаться к кассетам только тогда, когда искреннее есть желание и тянет. Это первый момент. Второй момент. Если тебе мешают какие-то люди вокруг, шкарабанят, дети бегают и так далее, то есть ты должен понимать, что ты можешь подключаться, но ты должен понимать, что в таких условиях очень тяжело достичь грамотного глубокого сеанса. Третий момент. Если тебе, например, через час какая-то серьезная там встреча ответственная, или у тебя в мыслях там так, мне надо в банк, в магазин, в таких условиях это как бы неуважение к кассетам, у тебя не получится глубоко подойти к этому вопросу и подключиться. По этой причине я рекомендую новичкам подключаться в двух как бы временных зонах. Либо когда ты только пробудился утром, либо когда ты идешь ко сну вечером. То есть, опять же, это зависит в какой-то степени, как знаете, есть такое понятие жаворонок и сова. То есть это зависит от того, в какое время суток у вас более активность мозга. Вот, например, я утром, когда просыпаюсь, у меня сразу же желание действовать, что-то взять телефон, что-то написать, проверить. То есть у меня как бы рабочее состояние. И это состояние плохое для скрипт-кассет. Потому что получается, смотри, есть как бы два состояния, скажем так, материальное и духовное. И вот материальное состояние, оно плохое для кассет. Потому что это состояние, в котором ты должен действовать в физическом мире ради физических действий. То есть ты максимально собран, ты быстрый, ты такой вот как бы цепкий такой. Тебе нужно делать дела в нашем физическом мире. У тебя вот как бы я иду на бассейн с утра, мне сразу же это нравится, я это делаю. Вот как бы вот такое, у меня другая настройка. Я не могу как бы себя заставить пойти на кассеты, потому что у меня в голове много сразу же желаний и всего остального. А вот вечером, наоборот, вот этот вот мотор садится, и у меня появляется как раз вот эти душевные какие-то нотки, желания таинственные, пойти вглубь, пойти в духовность, открыть новые возможности, увидеть какие-то новые горизонты, поймать новые открытия. То есть все внутри меня вечером говорит о том, что я хочу подключиться. И, соответственно, я дальше уже ориентируюсь на такой факт, так как у меня есть все скрипт-кассеты, и даже больше, чем те, которые вы можете приобрести, то есть есть какие-то закрытые, то дальше, например, я подхожу уже к своему набору, и я интуитивно, вот как ты подходишь к холодильнику и знаешь, что ты хочешь взять, например, тут яблоко или кефир какой-то, да, или кусок хлеба. То есть ты знаешь, ты чувствуешь, что ты хочешь. Вот точно так же я чувствую кассеты, что я хочу. И это вот, если ты действуешь в соответствии с тем, что вот тебе подсказывает желание взять такую кассету, то вероятность того, что этот сеанс будет глубокий и мощный, очень высоко. А если получается у тебя всего одна кассета, то здесь получаются вот следующие сложности. То есть, во-первых, ты не имеешь права этого выбора, потому что у тебя только одна кассета. То есть ты уже не можешь, знаешь, вот эту единую колоду карт разбили на кусочку, и тебе дали только один кусочек. То есть это тебя ограничивает, это не дает тебе пойти в глубину в плане выбрать свое. Плюс второе есть явление, которое называется, буду так вот говорить, как есть, задроченность. То есть когда ты можешь брать кассету и каждый день к ней подключаться, то это, вот даже если брать просто любое действие в физическом мире, то есть ты идешь, например, в спортзал, берешь, ложишься жим лежа, и ты приходишь, представляешь, каждый раз приходишь каждый день в спортзал и делаешь только жим лежа. Никаких других упражнений, ты просто делаешь каждый раз жим лежа. Это же как бы будет ограничивать твое развитие тела и все остальное. Конечно, то есть это сильно замедлит процесс, это будет создавать проблемы. То есть тоже задроченность только на уровне физического тела и мышц. Так вот здесь то же самое. Благо, что есть и плюс в этом, заключается он в том, что вертикаль слишком многозадачная кассета. То есть к ней, например, можно просто прийти, поставить руки, причем, запомните, левая, белая, это под левую руку всегда, она связана с ментальной частью, она энергетику гоняет больше по верхней части, то есть вот сюда. А правая рука на черную, то есть это сразу факт. То есть все кассеты мы подключаемся правой рукой, потому что они все черные. И только лишь вертикаль бывает белая, и мы одновременно подключаемся к ним. Вот, получается, смотри, ты когда подходишь к кассетам, например, ты можешь лечь и просто, например, посвятить сеанс тому, что ничего не делать, ни о чем не думать, просто отдаться кассетам. Твой мозг занят уже определенным процессом, определенной игрой, и вот ты чувствуешь ощущение. То есть ты как бы наблюдатель. То есть ты доверяешь кассете, ты отдаешься кассете, и она начинает просто вот
происходить с тобой какие-то процессы, какая-то энергия входит в тебе, ты следишь за этой энергией, какое-то наполнение, какое-то расширение, какие-то процессы, ты чувствуешь как бы наполнение своего тела, ты чувствуешь в голове у тебя изменение мыслей, то есть ты не просто вот то, что называется наблюдатель, такой пассивный, который там пытается следить за дыханием, ну то есть это такая вот эта нудятина, вот эта вот классическая медитация, вот это, следите за дыханием, распускайте тело от этого, то есть это как бы, знаешь, ну это очень скучно, я не могу, это вот прям бесит меня. А здесь это все очень интересно, потому что ты следишь не за какими-то вот банальными вещами, типа за дыханием, и что ты должен, вот сейчас скажите, считай слонов, да, ну это как бы детский сад, бред. А здесь прям происходят процессы, за которыми ты следишь. Процессы как бы таинственные, волшебные. Потому что по факту ты подключаешься к кассете, то есть у тебя в голове не помещается, как так может быть, и почему вообще в мире еще этим не пользуются и не понимают, почему как бы ты чувствуешь себя очень, знаешь, таким человеком на превосходстве, великим, как бы кому-то прикоснулся к чему-то великому, и только у тебя это есть, таинство появляется, да, потому что ты осознаешь, что этого ни у кого нету, все там стоят на гвоздях, считают вот этих слонов, за дыханием следят, энергии вот это вот пытаются гонять, а тут как будто бы, знаешь, ты не пешком, а на машине, и причем еще машина, которая летит. То есть, ну, конечно же, это магия, волшебство, ты чувствуешь себя восхитительно, чисто даже с точки зрения вот этого. А плюс, как бы говорю, это процесс интересный и физически здесь и сейчас получающий отклик. То есть я имею в виду, что вот эти вот все ощущения, которые ты испытываешь, там, энергия вот она заходит, идет, ты прям ее ощущаешь физически, то есть это не фантомные, это не то, что тебе кажется, это как бы оказывает прямое влияние на твое тело. То есть ты чувствуешь, как у тебя там внутри начинает что-то пробулькивать. Ты чувствуешь, как внутри тебя, знаешь, как, вот, как телефон, который сел, и он начинает заряжаться, и внутри, в груди начинает как бы так вибрировать чуть-чуть уже энергия. Ты чувствуешь, что ты ложился сюда, и ты был такой разбитый никакой, а тут в моменте ты уже такой, ну, абсолютно заряженный, ты уже готов к действию. То есть вот эти все вещи, они и в виде игры интересны, они дают тебе вот какое-то ощущение постоянно таинства, соприкосновения с чем-то вот таким великим. Плюс это здесь и сейчас в физическом мире просто вот результаты, ресурсы, процессы. Плюс вот как раз здесь я хочу добавить одну важную штуку, что кассеты, ну, я бы даже не сказал, что это устройство, я даже не люблю назвать это устройство. Это в нашем физическом мире это не удохотворенное что-то, но на уровне коллективного бессознательного это, в принципе, наверное, я бы сказал, живой организм. Это разновидность жизни просто не нашего физического мира. Я бы так сказал, потому что вот вы, когда будете взаимодействовать с кассетами, вы будете это ощущать, что они любят тебя, когда ты их любишь. И наоборот, они от тебя закрываются, когда ты пренебрежительно к ним относишься. И с этой энергией, с этой осознанной энергией, как с частицей Бога, можно взаимодействовать. И, соответственно, так как эта энергия, как бы, ну, по сути, какая-то божественная, высшего порядка, то взаимодействие с ней, как бы, запускает процесс сообщающихся сосудов. То есть я имею в виду, что когда ты прикасаешься к чему-то вот такому великому, светлому, большому, то ты при этом сам не можешь быть как бы маленьким, темненьким, невзрачненьким, да, грязным, негативным и так далее, потому что тут одно из двух, то есть либо ты просто не сможешь подключиться из такого состояния к этому, а если ты уже подключился, то автоматически вот это вот, прикинь, вот этот поток, ну, белоснежной воды, как бы, да, вот я пытаюсь тебе аналогию подобрать, поток речной реки заходит в твою, как бы, в твою какую-то бочку, и оно автоматически, хочешь того или нет, будет промывать все, что там находится, автоматически, потому что это просто так работает. То есть ты взаимодействуешь с этой божественной энергией, и автоматически эта божественная энергия помещается в тебя. И оно не может не оказывать на тебя изменения в физическом мире. То есть ты становишься как человек лучше, светлее, добрее. Твои пороки, вот твоя грязь, которая жадность, зависть, то, что тебя убивает, то, что ворует твое счастье. То есть вот эти качества, они ослабляются автоматически, когда ты взаимодействуешь с кассетами. Потому что кассета из дивизиона вот тут божественно наверху, а ты болтаешься вот здесь. И когда ты взаимодействуешь регулярно с кассетой, то как бы вы уравниваетесь немножко, потому что, как ни крути, ты к ней подтягиваешься. Иначе ты просто не сможешь подключиться. Потому что вот, допустим, когда раньше у меня еще не было такого досконального интервью, то есть я не спрашивал людей, вопросы не задавал, не было индивидуального подхода, то кассеты на первых, там буквально первые пару месяцев могли попасть в руки непонятно кому. И эти непонятно кто, как плохие люди, они еще как бы предъявляли, были говном, потому что они, знаешь, как к этому относились? Типа, как будто им должны, как будто я им должен, кассеты им должны, все им должны. Типа, какого хера вот так вот, какого хера вот так вот. И естественно, как я говорю, так как это, условно говоря, представьте, что это живой организм, живой человек. Если вы к нему будете вот так вот с негативом, с давлением, с претензией, типа, давай, то какая будет реакция со стороны этого человека? Негативная. То есть он будет от тебя отдаляться, закрываться. То же самое происходит с кассетами. Если ты к ним подходишь из состояния любви,
А к ним нужно подходить именно, вот понимаешь, смотри, к ним нужно подходить как к состоянию любви, что-то между тем, что ты вот любишь свою вторую половинку, вот там свою девушку или своего парня, и состояние любви к Богу. Вот что-то промеж вот этого, то есть к чему-то великому и к чему-то родному, наоборот, да, потому что Творец, он как бы высоко и недоступен для нас. И мы к нему все равно как бы немножечко как бы на вы, да, то есть вот как-то так вот высоко уважение питаем, то есть мы даже себя на ступень не ставим с ним, он как бы великий, а мы тараканы. То есть вот у меня такое вот отношение вот к всему, к нашему Творцу. А кассеты все-таки нет, потому что кассеты, они, это как бы, знаешь, это что-то нечто старшее тебя, но тем не менее как бы родное, как старший брат, которого ты любишь, да, который тебя защитит, поможет, который тебя любит, с которым ты не на вы, а на ты, и даже можешь излить душу, объяснить, найти общий контакт, поддержать, найти поддержку и так далее. То есть вот, вот на таких вибрациях ты должен приходить кассетами. Ты можешь прийти абсолютно несчастный, раздолбанный, разобранный по кусочкам, прийти на вертикаль, как на исповедь. И просто излить это все, и ты получишь такой невероятный отклик, потому что кассеты тебя поддержат. Вот увидишь, если ты пришел с любовью и с драмой, и пойдешь к ним вот сюда, то ты получишь как раз вот то, что тебе не хватало. И тем более, если ты будешь при этом задействовать протоколы того, что тебе нужно, то ты еще будешь бить точно туда, где вот твое тело, психика в этом нуждаются. Соответственно, вот я сейчас только что упомянул слово протокол. Что это такое? Протокол — это когда, получается, смотрите, вот вертикаль — это нечто такое, что как бы мост, как пульт управления, как мост, соединяющий твое сознание, подсознание и нервную систему. Соответственно, если ты в обычной жизни пытаешься сказать себе какую-то команду, например, расслабить тело, ты просто бредишь, ты просто говоришь воздух, потому что это как бы ты из сознания говоришь в физическом мире, тебя не слышит ни подсознание, ни нервная система, оно не может расслабить это, потому что ты не имеешь соединения между этими структурами. Но когда ты подключаешься к вертикали и имеешь коннект хотя бы на уровне где-то 50%, то есть средненький, да, среднее владение, хотя бы где-то вот B1 на уровне владения языком иностранным, то, получается, происходит вот это соединение как мост, и ты можешь при помощи, вот просто лежишь, расслабляешься, ты находишься вот в сеансе, и ты можешь мысленно давать команду. Я вот объясню еще на практике, как это делается, прямо вот на практике объясню, но в целом я тебе хочу просто дать понимание, что ты можешь сказать, произнести, что ты непосредственно хочешь. Если тебе хватает скилла, и ты это делаешь все правильно, то ты здесь и сейчас на уровне именно физического тела чувствуешь вот эти происходящие процессы. То есть, например, ты задаешь какой-то протокол, у тебя есть какая-то психотравма разрыва тяжелого с девушкой. Ты так и говоришь, вертикаль, найти в теле те импульсы, которые остались вот от этого расставания. И как бы ты можешь один раз повторить, второй, третий. Я объясню, как это конкретно делается. И то есть, если ты все правильно сделал, и у тебя пошел процесс соединения, то здесь и сейчас ты прям вот где-то сначала такое ощущаешь, допустим, бац, где-то здесь в голове начинается как бы что-то там вибрировать. И потом ты говоришь удалить это воспоминание, удалить эту боль, удалить эти импульсы. И оно начинает здесь в теле. То есть вот тот слепок той ситуации болезненной, той психотравмы, он начинается здесь удаляться. То есть вот в этом и заключается в том числе величие кассет, что, например, когда ты делаешь какие-то практики или там, не знаю, какие-то талисманы, что угодно, какие-то устройства, то есть ты должен верить, что оно работает. То есть ты в физическом теле ничего не чувствуешь, а ты должен просто верить, что что-то как бы должно там через время пройти и измениться. А здесь ты здесь и сейчас сделал, здесь и сейчас ощутил, вот это волшебство произошло, этот миксер, тебя протрясло, как бы внутри что-то произошло, какая-то центрифуга запустилась, и ты как бы, ну, не то, что у тебя сомнения есть, то есть ты в шоке, как это вообще возможно, и ты внутри настолько ярко это все ощутил, у тебя и слезы могут быть, и реакции психики, тела, все что угодно. И ты, конечно, потом такой лежишь и понимаешь, что да, это вышло, вот эта грязь, она вышла из тебя, потому что ты не на уровне веры там думал, а вышло или нет, а ты тебя прям просто проколбасило из физического состояния, да, вот в чем, это же мистика. Ничего аналогов такого нету, нигде в мире ничего, кроме каких-то, скажем так, психоделиков, которые ты еще поедь куда-нибудь там в Перу, потом еще там получи вот эти побочные какие-то эффекты, куча денег, всего-всего, чтобы тебя как бы протрясло из физического тела, да. А это у тебя дома, здесь и сейчас, без побочек, только на улучшение, на исцеление, на все. То есть аналогов абсолютно нету. Именно по этой причине я говорю, что даже просто одна бы эта функция отдельно, она бы уже стоила бы не то, что эти там копейки, которые вы отдали. Если бы об этом узнали большие люди,
то оно бы стоило миллионы. Потому что за большие вещи готовы люди отдавать все, что угодно, которые не имеют аналогов. А это именно такое. И поэтому вы урвали, вы эту благодарность, вот эту, как бы, знаете, вот то, что у вас есть нечто супер эксклюзивное, супер достойное, вы должны постоянно эту мысль у себя лелеять в голове. Даже когда вы не на кассетах, а просто идете по улице, общаетесь с другими людьми в кафе, вы должны параллельно, фоново это помнить. Потому что это чувство дарит вам превосходство. Это чувство дарит вам ощущение, что вы не просто вот как бы тараканчик, как все муравей, а вот вы ближе к этому великому. То есть я всегда через это живу, и даже в сложные моменты, когда мне плохо, я вспоминаю все равно, что, слушай, у тебя есть вот это, чего у остального мира вообще даже нету. Ты не можешь как бы плакаться о жизни, когда тебе такая благодать дано, когда тебе такая благость подарил тебе Творец и возможность жизни тебе вот такие инструменты дали. То есть об этом всегда тоже помните. Идем дальше. То есть вот кассеты, это такое, как я говорил, это что-то такое вот высшее. И ты, получается, даже вот, допустим, если в жизни ты будешь просто вот твой круг общения, если бы ты вот находишься на своем уровне, да, если бы мы тебя засунули, вот ты, допустим, работаешь там где-нибудь, не знаю, в офисе, просто твоя зарплата 60 тысяч, и ты как бы просто вот человек и человек, средний, да? Я не говорю это про тебя, я вообще говорю вот про такого вот пример человека. Если бы мы взяли этого человека, вытащили бы вот из этого мира и, например, поселили бы рядом со мной на месяц, то я бы даже его бы ничему не обучал. Он бы просто пассивно, видя, что я говорю, как я себя веду, как вообще все происходит в мире, как люди живут на этом уровне и так далее, он бы после месяца вернулся бы в свою жизнь, и у него бы зарплата автоматически стала бы 200 тысяч, другие интересы, другая музыка, другое все. То есть он бы как бы сменил свой профиль, сменил бы свою личность, сменил бы все. Потому что так работает вот этот вот принцип соприкосновения, да, двух граней. Соответственно, когда ты постоянно просто вот в удовольствие подключаешься к кассетам, происходит непоправимые, в хорошем смысле, непоправимые изменения с твоей личностью. То есть, вот я заметил, сначала я об этом как бы не знал и не понимал. Я вот сижу в кафе, например, кушаю где-то, да, и параллельно мне очень интересно всегда наблюдать, что происходит вокруг. Какие-то люди сидят, о чем-то говорят. Я там размышляю, и всегда интересно, а кто они друг другу, о чем они сейчас говорят. Вот какие-то вот такие вот вещи. Тут сидит какой-то там девушка, я пытаюсь ее проанализировать, какие у нее зажимы и так далее, и так далее. И вот как бы вот раньше так всегда было, то есть я всегда так делал, и до кассет, как бы до глубины, до того, как я начал вот глубоко с кассетами работать, это просто вот было на таком любительском уровне. А потом через какое-то время я начал замечать, что когда я работаю с кассетами, я могу потом пойти вот в это состояние, то есть это было, например, 2 дня назад, я могу подключиться и, получается, погрузиться в это состояние и как будто бы, знаешь, как будто стать опять там, сесть в это кафе и могу рассмотреть это все, что там было. Не так, как вот ты вот просто из головы, допустим, вспомнить, а что ты делал там 2 дня назад вот в этом кафе, а кто там были, какие люди. И ты как будто пытаешься как бы из головы вспомнить, из физического мира. А здесь не так, то есть ты прокачиваешь какую-то такую штуку, которая, ну, навык абсолютно уникальный скилл, который ты можешь погрузиться как бы из этого транса, прям видеть и вспомнить все, что происходило. Это становится для тебя просто частью твоей личности, качеством, которое ты освоил. Это очень помогает в обычной жизни. То есть, это, там, не знаю, сделал ты что-то или нет, там, где твои ключи, выключил ты там утюг или нет. То есть ты можешь погрузиться в это состояние и сделать. Ты можешь резко, цепко, твой мозг становится очень цепкий. Ты можешь такой, так, что я хотел сделать, вот это, ага. А вот здесь как можно выкрутить? Ага, то есть как будто бы, знаешь, ну это не как будто бы, это в прямом смысле то, что называется мудрость и осознанность. То есть вот что такое мудрость и осознанность? Это именно четко понимать, когда что нужно сделать, как что работает, кому что сказать и так далее. И вот кассеты, они напрямую влияют на это. Даже без каких-то протоколов, без ничего, просто взаимодействие с кассетами в реальной жизни увеличивает твою вот эту вот осознанность, то, как тебя воспринимают другие люди, ты становишься как бы особенным. Мудрость, вот это вот ощущение, что ты понимаешь свое место и других людей, и расположение как бы сил в мире, то есть оно тебя очень сильно центрует, убирает вот этот нереализм, глупость какой-то, убирает вот эти вот детские замашки, плохие замашки, инфантилизм, плохие качества, гордыня, злость, зависть. Это все убирается и идет в сторону развитого, успешного, социального и духовного человека. То есть вот это вот такой огромный буст, огромнейшее качество, которое само по себе бы уже стоило тоже любых денег, и работать с кассетами, это вот этот вот рост
мудрости, осознанности и так далее в нашей мирской социальной жизни. Причем, поверьте мне, это вот, если вы сейчас начнете там думать, типа, ну да, медитация любая тоже влияет. То есть не рассказывайте мне, пожалуйста. То есть я как бы все-таки в своей жизни не первый день живу, и если я такое создал, понятное дело, что я пробовал все в этой жизни. Есть такое понятие, например, что ты открываешь Google карту, выбираешь точку А, точку Б, и там показано пешком 17 часов. На машине 1,5 часа. Вот примерно то же самое тогда, если вы хотите уж так, то тогда то же самое касаемо скрипт-кассет. И когда ты видишь пешком 17 часов, ты что, идешь в эту точку? Нет, ты не идешь, ты стоишь на месте. Вот такая же, вот аналогия такая же происходит работой жизни со скрипт-кассетами и без. То есть, когда это так медленно, неинтересно, долго и непонятно когда, то это просто все, оно теряет смысл, и ты это не делаешь, и ты не растешь. И наоборот, за 1,5 часа ты сел, доехал и получил новый опыт. То есть, жизнь сразу, мгновенно. То есть, у кого есть кассеты, это другой уровень человека, расы, сознания, я не знаю как, это другое существо. То есть это ощущение постоянно поддержки, потому что ты вырос, родителей нету, никого нету, тебя никто не поддерживает. Кассеты тебя поддерживают, понимаешь? То есть это вот и отдушина, и поддержка, и инструмент, и рост, это все. Это незаменимая вещь, понимаешь? То есть я бы отказался в этой жизни от многого, но не от кассет. Кассеты это просто все, часть меня, как руки, это как дополнительный скафандр еще, как экзоскелет какой-то, знаешь, который постоянно со мной, не знаю, мобильный телефон, важность, и скрипт-кассеты. Вот это две одинаковых важности вещи. Я не могу представить жизнь без мобильного телефона и не могу представить жизнь без скрипт-кассет. Дальше, это вот как бы материальный такой момент, плюс жирный рост. Также существует духовный как бы жирный рост. Он заключается в том, что, например, вот иду я просто, прикинь, вот иду по Барселоне, иду по району и чувствую, что вот как бы мне тут отвратительно не нравится. Это вроде туристический район, да, все радуются, там кушают мороженое и так далее. А мне противно, мне прям мерзко, я жестко чувствую это все. Как оказывается, потом открываешь Википедию там или YouTube какой-то канал по туризму, то даже не скрывается факт. То есть это, допустим, площадь, на которой там 200 лет назад казнили людей, там всякие вот эти вот пытки и так далее, и так далее. И то есть обычный человек, он просто даже это не чувствует. И я раньше как бы, я мог, конечно, отличить прям жесткие такие какие-то вот вещи. Прям вот очень-очень ярко выраженные энергетические мотивы. Но теперь я просто чувствую это все. То есть для меня, скажем так, смотри, это теперь не тонкие чувства, а обычные чувства. То есть я теперь вот эту тонкую энергетику чувствую наравне там с температурой, с поверхностью какой-то, да, там. То есть для меня это теперь как бы обычный орган чувств. То есть, скажем так, вот это вот то, что называется интуицией, а это же, безусловно, это практически самый важный скилл для того, чтобы в жизни подняться. Это напрямую влияет на удачу, на твой рост, на правильное решение. Это, по сути, и есть твой успех, деньги и так далее, и так далее. А это зависит не от ума, потому что от ума ты не можешь ничего не просчитать, не понять. Это зависит именно как бы от интуиции, от правильного решения здесь и сейчас. И вот это тоже базово невероятно растет. То есть ты чувствуешь вот эту как бы экстрасенсорику, потому что кассеты являются экстрасенсорикой. То есть вы должны понять, что это не физическое изобретение. То есть оно работает на законах коллективного бессознательного и на законах как бы экстрасенсорики. Соответственно, и прокачивает оно как в спортзал. Ты приходишь, качаешь физические мышцы. То есть это сила, выносливость и так далее, и так далее. То есть здесь то же самое, только ты приходишь как бы вот в этот вот, не знаю, экстрасенсорный спортзал, в котором ты делаешь эти вещи, и автоматически у тебя растет и хватка, и мощность этого всего, и этот голос громче внутренний, он прям кричит тебе: нет, не хочу, или да, хочу, или вот здесь отсюда уходи. То есть он прям начинает очень ярко быть проявленной. Вот эта вот духовность как бы такая, то, что для людей скрыто, работа с энергиями, они вообще, вот обычный человек этого лишен. Он как будто живет в мире, в котором есть только одна грань. А с кассетами ты начинаешь полноценно жить и взаимодействовать с двумя гранями, с двумя мирами одновременно. И, соответственно, это точно так же вот работает на уровне того, что ты, например, знакомишься с людьми, и у тебя очень сильный и четкий и быстрый вердикт по их личностям. Потому что, опять же, ты вот прикинь, в кассету уходишь, а это очень тонкое, ты уходишь туда и вот начинаешь развиваться. Ты как бы знаешь, как младенец, который не умеет ходить. А со временем ты ребенок, который уже ходит, а потом ты уже такой юноша, который бегает, а потом ты взрослый человек, который уже может там много чего делать, понимаешь? И вот такой вот этот путь эволюции, скажем так, примерно за год, который можно пройти, если регулярно делать, вот этот человек, который станет на кассетах мастер, это не просто мастер по кассетам, это мастер по жизни, понимаешь? Потому что вот эти вот и материальная стезя вырастут, и духовная стезя, интуиция и так далее вырастут. И вырастут очень сильно. Самый последний эпизод. Мы сейчас летим сюда отдыхать в Таиланд, вылетаем из Дубая. Там Emirates, компания, получается, 20 окошек, 20 стоек, куда ты сдаешь вещи. Я говорю, 416. Какой в итоге, думаете, мы пришли, на какое окошко? 416. 1 к 20. Это очень, ну, типа 1 к 20.
вероятность 5%. То есть, конечно, можно сказать, что это совпадение, но вот дело в том, что у меня такие совпадения постоянно. Вот в чем прикол. То есть это для меня, знаешь, я такой типа, ништяк, зашло. Понимаешь, то есть как к этому отношусь, как к ставке, которую сделаю, и которая может зайти. То есть это не как чудо, которое раз в жизни происходит. Это как типа, ну да, вот, нормально, как обычно, типа нормально, работаем, все хорошо, получается. То есть вот такие вещи я могу там с полуоборота вычислить, хочу я это или нет. Не по физическим явлениям, там, каким-то картинкам, фоткам или описанию, на уровне внутри, потому что это кассеты дают. Но есть очень важный один момент, который мы тоже поговорим, или даже прямо сейчас поговорим. То есть кассеты это вот такой вот атрибут, это как артефакт, который работает на стыке нашей психики, физики и энергетики. И вот зачастую происходит как, что психика у всех, психика сама по себе это такая ведомая часть, то есть она очень сильно зависит от физики. То есть отдельно психики, типа вот отдельно психических проблем, их не бывает. То есть все наши какие-то неврозы, стеснения, неуверенность, это все следствие физического. Энергетически, в принципе, тоже следствие физического, но энергетика, она более чуть отдельно работает и отдельно живет. И получается какая ситуация? Если ты вот не проходил, мой создатель, не снимал зажимы в теле, просто вот пришел ко мне с нуля и пришел на кассеты, то может произойти такая ситуация, что ты подготовлен как бы более-менее энергетически и начнешь здесь развиваться. Психологически ты тоже будешь снять протоколы, да, более-менее, а физическая грань у тебя будет очень сильно в зажимах, и это будет сильно сковывать твои результаты работы и будет мешать тебе очень сильно во время сеансов. Но ты будешь, кстати, из плюсов, что ты будешь очень сильно на кассетах прям ощущать, как у тебя вот здесь как этот панцирь, ты прям будешь чувствовать, что здесь живое, а здесь вот мертвое, и тебе захочется как бы избавиться, ты будешь прям чувствовать, что вот это мешает тебе жить, это прям вот как бы ты носишь кандалы, понимаешь? И я к тому, что вот не менее важно, вот кассеты, они как бы же даже появились на свет и родились как открытие после того, как я уже открыл зажимы и снятие зажимов. То есть в мире не бывает случайностей. Кассеты, когда они открылись 7 лет назад, они были как финальной точкой промежуточных предоткрытий, где были в том числе вот эта главнейшая вещь, такая как снятие зажимов, и такая вещь, как техника Bluetooth, о которой я вам чуть-чуть позже расскажу, когда мы будем подключаться к кассетам. То есть вот эта техника слияния с человеком, слияния с кассетой, оно работает одинаково. И понимаешь, получается, ты как бы пропустив вот эти вот базовые вещи важнейшие, потому что тебе как бы не интересно, не хочется, как бы ты это не понимаешь. Тебе как бы как будто это не надо, а вот кассеты надо. И допустив такую грандиозную ошибку, ты ставишь на жирном результате, вот на самых высших ступенях ты ставишь крест. То есть, скажем так, ты не можешь достичь высших ступеней работы со скрип-кассетами в своем зажимном теле без снятия зажимов. Это факт. Это не потому, что я придумал зажимы и типа давай ко мне приходи на создатель. Нет, это просто реальность. То есть все люди, которые вот нас уже там сотни, которые достигают результатов, которые божат на кассетах, которые изменили свою жизнь, у которых вот это вот волшебство чудо каждый день, это все люди, которые проходили снятие зажимов, либо у меня лично я им снимал, приезжали ко мне на сеансы, либо они сами себе снимали на создателе. Поэтому я не то чтобы как бы давлю или прям тебя вот настаиваю, я тебе просто говорю, чтобы ты это держал в голове, и когда ты упрешься вот в какую-то, знаешь, вот прям в стену, то вспомни просто, почему так происходит и куда тебе нужно действовать. И в том числе, если у тебя изначально не пошло, вот ты как бы, не получается у тебя взаимодействие. Это вот на 99,9% связано с тем, что у тебя критический уровень зажатия настолько, что ты даже не можешь как бы запустить эту программу. То есть физически тебя настолько как бы убило и исковеркало, что ты не можешь выйти вот через этот мост как бы на два других, на энергетику и на психику. То есть это буквально неделю взаимодействия тому, как я говорю на создателе, снять зажимы, буквально пройтись по кокону, все. То есть у тебя совершенно, в 10 раз результат выше поднимется. Если ты был такой заблокированный, что ты прям не мог вот ничего. Идем дальше. Вот смотрите, есть такое явление, как эгрегориальная совокупность. То есть что это значит? Это значит то, что, например, если мы возьмем какие-то гвозди, на которых стоят, я имею в виду, типа инструмент саморазвития, то если вы проведете такое понятие, как социальная закономерность, то есть кто пользуется этими гвоздями, то вы обнаружите, что это в большинстве своем, я не хочу никого обидеть, но это нереализованные социальные люди. Это люди, которым жизнь, вот их не нравится в нынешнем положении, они несчастливы, им тяжело, они ищут вот какие-то вот эти вот решения, таблетки, собираются что-то вот в этой квартире, там 20 человек, что-то стоят. Вот этот детский сад, понимаешь, да?
Так же самое, допустим, давай вот проведем такую параллель. Вот кто, например, ездит там на Ладе какой-то девятки, да, то есть, ну, какие-то определенные там кавказцы, какие-то странные ребята, какие-то таксисты, какие-то странные ребята, то есть не успешные ни разу люди, то есть, да, вот те, которые становятся потом частью анекдотов, каких-то смешных историй и так далее, то есть абсолютно нереалистичные, абсолютно неуспешные люди в этом мире. А если мы возьмем, например, Maybach, Rolls-Royce, да, допустим, то там, то есть ты хочешь сказать, что там есть хоть какой-то один дурачок, который имеет Rolls-Royce или это, ну, может быть, какой-то процент, там, 1-2 это есть, таких людей, которые каким-то чудом там, они добрались до этого уровня финансового и взаимодействуют. Но в целом это все люди, которые успешны, поняли жизнь, и они как бы, ну, добрались до этого уровня не случайно, они обладают этим уровнем. И вот получается совокупность вот этих людей, которые находятся и владеют чем-то одним, они называются вот этой эгрегориальной совокупностью. То есть в итоге, получается, скрипт-кассеты — это инструмент, который нету, вот скажем так, скрипт-кассет нету ни одного совсем конченого болвана, нет совсем ни одного плохого человека, потому что я лично их всех набирал, я лично каждого человека проверял. То есть я как бы по своей интуиции, по всей, можно ему дать или нет. Статистика отказов у меня примерно идет 50 на 50. То есть каждый человек обращается, он либо получает отказ, либо разрешение. Это как раз связано с тем, что человек вроде уже даже и созрел, и готов, но я вижу, что он не готов. Я вижу это по его ответам, я вижу это по его аватару, я вижу по тому, как он отвечает, пишет. Я это все считываю, понимаешь, с полоборота считываю, как бы нужно это ему или нет, дорос он до этого или нет. Плюс вот кассеты, ну, обычный человек такой, среднестатистический, он, конечно же, не покупает полный комплект. Он покупает обычно, чаще всего покупают 2 кассеты. Чаще всего, потому что, как я говорил, одна несет за собой вот эту вот проблему задроченности, да, когда оно не запускается и может потом, ну, сбивать результаты, сбивать твой рост. То есть берут в основном, получается, вертикаль и единение, потому что это самый лучший комплект, самый лучший микс, который показал себя вот уже за эти годы. И практически каждый человек, вот он предпочитает именно взять вот это, если он берет пару кассет. А полные комплекты в основном берут селебрити, актеры, музыканты, известные публичные люди, миллионеры, инвесторы, криптоинвесторы, какие-то главы каких-то, как это называется, IT-компаний крупных и так далее. То есть это люди уже прям, ну типа элита общества. И теперь вот ты просто понимай, когда ты находишься как бы в кругу людей, которые вот такой вот элиты, и в кругу, пусть не элиты, но супер достойных, открытых, осознанных людей. И вот это, вот в этом как бы вы образуете эгрегориальную совокупность. И ты хочешь сказать, что вот как бы это не влияет на твою жизнь повседневную и не оказывает каких-то привязок? Конечно, влияет. Потому что человек, который, например, привязан к Макдональдсу, он будет привязан к Макдональдсу. Он будет со всеми атрибутами этого Макдональдса, с таким здоровьем, с таким мышлением и с таким всем. Потому что это, если вы как бы не верите вот в такое понятие, как эгрегор и взаимодействие энергетики на человека, то нам не о чем говорить, потому что это вообще детский сад, это первый уровень. То есть это первый уровень вот этой чистоты и взаимосвязи, понимания твоих вкусов, личности, развития эгрегоров твоей личности. Это как бы база, это азбука, ребята. То есть получается, что помимо того, что сами кассеты это волшебство, чудо, артефакт, ну это просто даже приятно на уровне внутреннего какого-то, знаешь, вот просто самоощущения, понимать, что этим пользуются такие люди, и вы как бы вот немножко находитесь в такой избранной когорте. И плюс это еще эгрегориально энергетически влияет и тянет тоже тебя вверх. Хорошо, то есть вводную часть теоретическую мы с вами заканчиваем. Сейчас потихонечку будем переходить непосредственно на практики. То есть я прям вам буду показывать, как ложиться, куда, в какую позу, как ставить, различные техники подключения. Короче, полностью от А до Я по каждой кассете. Сейчас мы с вами закроем все вопросы. Between the walls that you have made, between the thoughts that you've created, there's a dying man, preacher man, cold heart, and a thief.